Добрый день, мои уважаемые зрители и, возможно, мои будущие подписчики. Сегодня я расскажу о таком важном умении, как пайка. Этот видеоурок будет первым и предназначен для обучения основам пайки паяльником. Начнем сначала. Выбор паяльника. В радиолюбительской практике приходится очень много паять, поэтому опыт обращения с паяльником важен очень сильно. Для начала расскажу, какие существуют паяльники и как выбрать паяльник для конкретных работ. Паяльники прежде всего бывают разных мощностей. Мощность паяльника зависит от того, насколько массивные детали вы хотите спаять, и насколько быстро их надо прогреть до температуры плавления припоя. Вот такой паяльник, например, может легко и быстро спаять между собой толстые провода из меди. А вот таким паяльничком спаять такие провода не получится. Для работы со стандартными радиоэлементами вполне достаточно вот такого паяльника за небольшую стоимость. Похожие паяльники работали у меня очень долго и выручают и по сей день. Если у вас есть возможность потратить побольше денег, или вы планируете заниматься пайкой часто, то выбирайте паяльник с регулировкой температуры. Этот регулятор не даст паяльнику сильно разогреваться, обжигать пальцы во время работы и так часто будете менять жало для паяльничка. Как правило, у всех современных паяльников есть возможность смены наконечника для пайки, так называемого жала. Советую вам при покупке паяльника узнать стоимость таких жал конкретной модели паяльника, так как часто их необходимо будет менять. Для пайки маленьких деталей и для пайки под лупой могу посоветовать вот такой паяльничек со сменными наконечниками. Второй пунктик – это флюс. Если сказать по-научному, то флюс необходим для удаления окисной пленки с поверхности спаиваемого металла и для невозможности проникновения кислорода в место спайки. Простейшим для нас флюсом является канифоль. Для нанесения работы канифоль растворяют в спирте. В продаже существует множество видов жидких флюсов на основе канифоли и спирта. Но вы можете самостоятельно сделать его дома без проблем самим. Соответственно, смешиваете спирт и канифоль размолотую. И получается у вас домашний флюс для пайки меди. Канифоль, к сожалению, имеет кислую среду. Поэтому в высокочастотных цепях остатки флюса необходимо удалять. При применении в питающих цепях удалять остатки канифоли не обязательно. От себя же могу порекомендовать вот такой флюс, остатки которого не надо удалять с места спайки и который имеет сметанообразную консистенцию и довольно легко наносится зубочисткой. Для пайки меди флюс на основе канифоли вполне достаточен. Но для пайки других металлов и алюминия существуют другие флюсы на основе кислот и солей металлов. Но помните, что их необходимо использовать только под вытяжкой или вентилятором. После их использования необходимо мыть руки с мылом или работать в перчатках. Например, вот такой распространенный флюс для пайки алюминия, как мы видим, легко справляется с пайкой алюминиевой фольги и медного провода. Третий пунктик. Кусачки, пинцеты. Кусачки для работы необходимы миниатюрные. В маникюрных магазинах вполне подходят, как правило. Я стараюсь покупать подешевле, потому что смысл на них деньги тратить нет больше. Если вы выбираете кусачки самостоятельно в магазине, посмотрите на просвет, кусающую часть их при смыкании. Вот как на примере. Если виден просвет, то такие кусачки желательно не покупать. Они плохо будут работать. Пинцет желательно выбирать из нержавеющей стали, так как из обыкновенной стали он быстро облудится припоем и будет припаиваться к деталям. Неудобно совершенно. Вот так, например. Удобнее всего работать с пинцетом с загибающимся кончиком, так как иногда нужно что-то поддержать в труднодоступных местах. Четвертый пунктик. Припой. Самый распространенный припой для работы – это отечественный припой ПОС-61 и его аналоги с содержанием олова 61% и содержанием свинца 39%. Температура данного припоя около 190 градусов. Диаметр прутка припоя зависит конкретно от ваших целей. Для пайки толстенных проводов используют 3 мм диаметр прутка. Для пайки радиодеталей маленьких вполне подходит 1 мм диаметр прутка.
Приблизительно диаметр прутка можно выбирать таким же, как и диаметр кончика насадки паяльника. Существуют также припои в комбинации с оболочкой из самого припоя и внутренним заполнением канифолем, флюсом. Такие припои очень удобны в автомастерских и домашних применениях для спайки проводов, но в радиомонтажных целях они не очень удобные, так как избыток канифоля оставляет грязь на плате, которую нужно смывать. Выделяется едкий дым, который имеет свойство осаждаться на увеличительных стеклах. В связи с отказом в мире от использования свинца в промышленности для радиолюбителей выпускают бессвинцовые припои на основе олова. Содержание олова, как правило, 95% и около 5% чистой меди. Припоев повышенная температура плавления по сравнению с обыкновенным оловянно-свинцовым припоем, и поэтому они требуют более специализированных паяльников. В своей практике я их не применяю, так как они требуют очень большой температуры и других флюсов. Пайка получается рыхлой, хрупкой, мне такая не нравится. Вот, например, сравните один и второй. Мои попытки научиться хоть как нормально пользоваться бессвинцовыми припоями, к сожалению, не увенчались успехом. Теперь я постоянно паяю только обыкновенным ПОС 61. Пятый пунктик. Рабочее место. Значит, рабочее место должно быть освещено хорошенько, покрыто не горючими материалами, не плавкими желательно, так как капают куски припоя. В общем-то, нежелательно, чтобы это прожигалось, дымело каким-то образом. Для освещения я использую этот светодиодный прожектор, который у меня практически включен круглые сутки, уже второй год и работает, слава богу, нормально. Купленные ранее китайские светодиодные лампы с лупой в кольцевые вышли из строя буквально за месяц. К счастью, они были выкинуты в помойку. Лупа оставлена, и кронштейн от старого светильника с помощью 3D-печати был переделан под светодиодный прожектор. Вот, кстати, желательно иметь коврик для работ для пайки. Я работаю на дешевом пластиковом коврике, разделочной доске из Икеи. Вполне дешево и сердито. И так как он дешевый, то его можно выкидывать раз в неделю без проблем. Шестой пунктик. Вентиляция. Для работы с припоями и флюсами необходимо иметь постоянный ток воздуха через рабочую зону, там где вы паяете. Чем меньше зона пайки и радиодеталей, с которыми приходится иметь дело, тем более сильный поток воздуха должен быть, чем лучше должно быть вентилироваться. Использование вытяжной вентиляции, вот такой вот из Китая, оказалось полной ерундой, так как тяга была ничтожная, а он не справлялся со своими функциями. В итоге был куплен миниатюрный обыкновенный вентилятор, который отлично справляется со своей задачей и вдобавок спасает меня от жары в летние дни. Пункт 8. Значит, содержание жала паяльника. Огромное значение в пайке имеет залуженность наконечника паяльника или жала. Если жало паяльника имеет оксидную пленку, а не блестящий припой, то пайку провести невозможно, так как оксидная пленка не передает тепло и ничего у вас не получится. Удалить оксидную пленку проще всего шкуркой наждачной. При пайке образуются шлаки. Для их удаления используется стружка или специальные подушечки с водой. Вот, например, такие вот. Помните, что при выключении паяльника нужно следить, чтобы рабочая зона жала была заложена. Потому что, чтобы не окислялся сама медь, из которого сделано жало. Итак, 7 пункт. Дойдем до практики. Первая практика. Значит, для первых практических занятий я хотел бы предложить зачистку от оплетки и спайку 2 толстых медных проводов. Какие найдете в хозяйстве, там, может быть, где-нибудь. Необходимо стараться, чтобы припой равномерно лег по всей длине пайки, и пайка была красивая, блестящая. Ну, в общем, чтобы вам самому нравилось, что вы делаете. Значит, второе практическое занятие – зачистка от оплетки и спайка многожильного медного провода. Попробуйте почувствовать, сколько припоя и какой паяльник необходим для полной пропайки данного провода вашего. Третье практическое занятие – спайка отдельных разъединенных жил многожильного медного провода. Ну, в общем-то, вот как на примерах. Этих умений, которые я рассказал, вполне достаточно для пайки в бытовых условиях. Ну, а о нюансах профессиональной пайки, о пайке феном, о пайке под лупой
миниатюрный SMD компонентов. Что мы еще рассмотрим? Пайка алюминиевых, пайка элементов на керамических подложках, часто применяемых в автоэлектронике. Это я вам расскажу, соответственно, в следующий раз. Спасибо огромное за внимание. Надеюсь на вашу поддержку. До свидания.